утречко. Я себе делаю завтрак. Сегодня у меня банан, авокадо, мандаринчик и манго. Еще немножко голубики осталось. Вот. Я сейчас пока добавила в йогурт молока, потому что он густой, и семена чиа. Сытный завтрак получается. Почему-то я в последнее время больше ничего не хочу. Не хочу ни чай пить, ни бутерброды, ни хлеб. Мне только вот хочется фрукты, йогурт. Скоро уже придут дети на обед. Хороший мне нужен нож. Вот такой остренький. Сегодня у меня в планах попробовать навести порядок в саду уже, потому что у нас, я так смотрю, погода налаживается. Уже так весной пахнет, уже почки набухают, кстати. И кое-где, в некоторых местах уже даже цветочки распустились. Вот так вот, представляете? Немножко потеплело и уже деревья цветут. Здравствуйте, мистер Макс. Может быть, ты сначала руки помоешь? Не здесь. И холодильник надо закрыть. Холодильник пищит, потому что он думает, что ты забыл его закрыть, а открытым холодильник оставлять нельзя. Туда же тепло заходит. А он же должен охлаждать. Сейчас я быстро себе нарежу и вам подогрею, ладно? Сегодня нужно было в школу прийти. Только 5-6 классы? 5-6 классам нужно было прийти девочкам одеться как мальчики, а мальчикам одеться как девочка, как девочки. Оделся кто-нибудь из мальчиков как девочка? А зачем это? Я не понимаю. Кто пришел в платье? Мальчик? Я не понимаю вот этого прикола. А девочки пришли как мальчики? Полина вчера себе вообще выбрала одежду. Она взяла Макса штаны. Она взяла его толстовку. Но сегодня утром она проснулась и передумала. Не захотела идти. Значит, это не обязательно. Кто хочет, если ты не хочешь, не приходишь. Ну хорошо, хоть не заставляют. Ты бы пошел, Макс? Слышь? Макс, ты бы пошел, если бы вам сказали прийти мальчики как девочки? Когда Маргарита с Ксюшей учились в 5-6 классе, у них не было такого никогда? Это что у вас там придумали новые? Кто тебе руку зарисовал? Зачем? Нет, там немного. А с твоего класса пришли мальчики в платьях? Только один пришел? Да? И они прям вот так вот целый день ходили? Да. И я так тоже в платье. И даже учитель в платье пришел? Ты мне объясни смысл этого дня. Вы ему макияж делали? Замечательно. А, поэтому ты взяла палетку. Так ты объясни, как называется этот день? Мототак. Как? Мототак. Мототак? А что означает мототак? Мото — это мотоцикл вообще? Это умгекерт. Это что-то новое? Такого раньше не было. А это из девочек пришли кто-нибудь, как мальчики? Тоже? Хорошо, хоть не заставляют. Если хочешь, переодеваешься, не хочешь — нет. Кто весь мед съел? Макс, ты? Нет. А кто? Ты же у нас мед любишь. Папа спит, мячом играть нельзя. Начну я потихоньку обдирать вот тут вот сухие ветки от этого кустика. Почему-то он у нас перестал цвести. Так красиво раньше он цвел весной. Сейчас почему-то перестал. И вот тут вот очень много сухих веток. Вот прям сухие. Ломаются. У нас был сильный ветер, эту качелю прямо опрокинула на забор. И поломалась одна ветка. Теперь мне нужно ее убрать, потому что она уже высохла. Вот уже почки лезут. Почечки. Интересно, почему он перестал у нас цвести? Такие были красивые цветочки. 3-й год не цветет этот куст. Вот эти вот все веточки нужно убрать. Потому что они сухие будут. Жалко, поломалась. Но что делать? Куда она ползет? Она прям до самого, наверное, конца ползет. А нет, все, она закончилась уже. Не сильно длинная, оказывается. Вот тут вот длинные ветки, их нужно замотать на забор, намотать, чтобы они плелись. Единственное, что мне здесь не нравится, то, что у нас очень близко стоят дома. Когда хочешь посидеть во дворе, то не можешь уединиться, потому что
везде окна, везде балконы, и такое ощущение, что за тобой следят постоянно. Поэтому мы закрываем, купили такую ширмочку, можно так сказать, в общем, ткань специальная, непромокаемая, и делаем ширму, чтобы никто не смотрел, не наблюдал. А так, в принципе, мне здесь очень нравится. Только вот -1, то, что соседи очень близко. От этого кустика очень много мусора. Нет, это так не убрать. Ой. Вот этот вот весь мусор, все палочки, листья, они осыпаются. И вот здесь вот у нас такие камушки декоративные. И здесь вот от них уже ничего не осталось, уже не видно. Теперь вот это как все очищать. Метелкой она не выметается. Не знаю, руками только если замучаюсь. Не выметается нифига. Попробую грабельками. Камни тут что-то делают. Может быть, граблями. Ну, вот так вот. Грабельками еще как-то можно убрать этот мусор весь. Эта вот штука, она уже вся порвалась от солнца. Ее нужно будет тогда снять. Приклеилась микрофоном к железяке. Ну, все. Ткань выгорела на солнце. Отрезаем всю эту ерунду. О, как она сама даже рвется. Лучше новую сшить. Или вообще эту крышу убрать, оставить просто качелю. Господи, ножницы тупые. Ой, какая она пыльная. Теперь я вся пыльная. Все, это выкидываем. И все. Будет просто качелька. А потом мы повесим сверху нашу крышу. У нас даже тут везде мячики от тенниса. Ой, Не получилось? ко мне. Вот здесь. Ко мне. Пони. Здесь. Здесь. Вот. Ой, молодец. Бонька молодец. Взяла я голову котика, наконец-то. Мне остались ушки Раз. и одна лапка. И знаете, сколько у меня осталось ниток? Вот только. Всего лишь. Будет очень обидно, если не хватит. Очень будет обидно. Пока я тут отдыхаю, хочу ответить на вопросы. В последнем влоге очень был интересный вопрос про законы в Швейцарии, а именно самые странные законы. Может быть, вы уже и слышали об этом законе, часто очень говорят в интернете, в блогах. Нельзя смывать воду в туалете после 22:00. Придумали такой закон из-за того, что раньше, как строили дома, звукоизоляция была очень плохая, все было слышно, поэтому очень многим это мешало, например, спать, отдыхать. Если кто-то после 22 ходит в душ, например, там, или в туалет, это все слышалось, как смывали, как мылись. В самой первой квартире, где мы раньше жили, звукоизоляция была очень плохая. На самом деле было слышно, как соседи сверху вставали ночью в туалет. Но мы не ругались, мы не жаловались, нам как-то все равно, нам особо это не мешало, но это было слышно. Было слышно, как кто-то идет,
что-то там делает, было понятно. Смывали унитаз, было слышно. Если кто-то в душ идет, тоже было слышно. Но мы не жаловались. Хотя можно было бы пожаловаться, конечно, но зачем это делать? Мы все люди, мало ли кому-то приспичит в туалет, ну не терпеть же. Вот на самом деле такой закон очень странный. А если ты ночью захотел в туалет, перед сном много попил, что-то съел, и тебе в туалет захотелось. Есть люди, которые, например, пожилые, они очень часто ночью встают в туалет. Например, в этом доме, где мы сейчас живем, это новая постройка. Шумоизоляция, звукоизоляция очень хорошая. Здесь ничего не слышно, никого не слышно. Поэтому, в принципе, мы и ночью можем в душ сходить. И сверху мы никогда соседей не слышим. Иногда так слегка слышно, как дети бегают, но вообще здесь шумоизоляция очень хорошая здесь. Следующий закон: нельзя стричь газон в воскресенье. В воскресенье вообще ничего нельзя делать, шуметь нельзя. Воскресенье — это день отдыха. Никто не работает, даже магазины не работают, как я уже говорила. Поэтому да, шуметь в воскресенье нельзя. Мусор выкидывать в воскресенье тоже нельзя. А мусор я имею в виду, это бутылки, это стеклянные банки, металлические. У нас же это все сортируется. В некоторых районах возле домов стоят эти контейнеры специальные, где ты можешь сортировать мусор. Один раз был у нас такой случай. Лео пошел выбрасывать вот эти банки-склянки, все стеклянные, металлические, в воскресенье. И, значит, он подходит, начинает их бросать, и они же там падают, контейнеры большие, банки падают, и они разбиваются. Это шум создает. А люди отдыхают. Вышла одна женщина, и она отругала. Сказала: пожалуйста. Она предупредила, она не прям сразу звонила полицию, все, там, нарушители. Замечание сделала, что сегодня воскресенье, пожалуйста, не выкидывайте мусор. Есть разные люди, есть те, которые обращают на это внимание, тем, кому не лень встать, выйти и пожаловаться, сделать замечание, либо позвонить в полицию или еще что-то. Так, следующий закон — это то, что запрещено мыть возле дома машины. Вот. Такого делать нельзя. Нужно обязательно ехать на автомойку. Где-то что-то ты там можешь привести в порядок. Мы один раз пылесосили возле дома машину, но не мыли ее, просто внутри пылесосили, потому что у нас, там, где у нас парковка, там нет нигде розетки. Вот. И мы, получается, удлинитель протянули отсюда, с нашего дворика туда, где можно припарковывать машины, и пылесос у нас был мощный, он только от электричества, он не на батарейке, от электричества работает. И мы подключили, и там пылесосили. На нас как-то косо, конечно, смотрели, люди проходили, ну, не знаю, мы просто пылесосом. Это был не воскресенье, это был не выходной день, это был простой день, поэтому шуметь можно, в принципе. А то, что мы вот пылесосили, нам, конечно, никто замечания не сделал, но мы не водой мыли, мы не поливали ни шампунем, ни мылом, ничем. Просто внутри салон мы пропылесосили, убрали его. Точно так же нельзя здесь мыть ковры, так как мы раньше мыли в советское время возле домов, возле подъездов. Здесь этого делать нельзя. Но, кстати, я мыла наши ковры у нас во дворе. Никто мне ничего не сказал, может быть, даже и не заметили, но я мыла не, так сказать, я просто проходилась водичкой без средства для мытья ковров. Я думаю, ничего такого плохого, если я просто решила коврик свой сполоснуть у себя в саду, потому что я не использовала никакого моющего средства, ни порошка, ничего, потому что этого тоже делать нельзя. Нельзя загрязнять природу вот этими всякими моющими средствами. Вот, я думаю, просто водичкой. Ну, мне никто ничего не сказал, я не знаю, тут соседи все очень близко, все видят, у меня никогда не было никаких замечаний. Я каждый год вот так вот вытаскиваю летом коврик, и я его споласкиваю. Нельзя выбрасывать стекло когда угодно. Ну вот я рассказывала, то, что стекло бьется, создает шум. Это нужно тоже в определенное время. Кстати, тоже нужно смотреть, сколько, если это обед, обеденный перерыв тоже, в обеденный перерыв. Это маргариты. В обеденный перерыв тоже нельзя выкидывать в мусор вот эти все стекляшки. И еще во время ужина. Я так думаю, что это где-то с 5 до 6 вечера, либо с 6 до 7, по-моему, с 5 до 6. С 12 до часу перерыв и с 5 до 6. Шуметь тоже нельзя. Каждое лето у нас стоит бассейн, и я детям, например, не разрешаю купаться в обед, во время обеда, и я не разрешаю им купаться во время ужина. Очень часто соседи обедают и ужинают на террасе, тем более, когда это лето, весна, теплая погода. Был один раз случай, дети купались, я времени посмотрела, сколько, они там резвились, прыгали, не сказала бы, что прям так шумно сильно было, но все равно. С рядышком тут по соседству бабушка с дедушкой живут. Карлина, ты мне сейчас тут камеру еще перевернешь, села в кресло. И они, конечно, да, они нам замечания делали пару раз, то, что дети шумят именно в то время, когда они там ужинают или обедают. И каждый мужчина, который служил в армии, служит в армии, имеет право держать у себя дома оружие. У каждого мужчины
а тут служат все практически, тут как бы нет освобождения от армии, тут служат все, поэтому у каждого мужчины дома есть оружие, и это законно. Закон про животных. А морские свинки, кролики, они по природе должны жить в паре. Здесь вам никогда не продадут одного кролика или одну морскую свинку, если вы пойдете. Хомячков по одному продают, потому что они, в принципе, могут одни прожить. А вот когда мы покупали кроликов, мы сначала одного хотели взять, нам сказали, что нельзя, вы должны взять пару обязательно, потому что кролики без пары умирают, так же, как и морские свинки. Здесь очень следят и защищают животных. Да, даже когда вы идете покупать рыбок, у вас спрашивают, какого размера у вас аквариум, там, а все ли там готово, все ли там есть, а подготовлена ли вода, там, не знаю. В общем, все у вас узнают, даже вплоть иногда просят фотографию, чтобы отправили, как это все выглядит, чтобы продать рыбок. И помню, когда мы покупали хомячка, тоже мы должны были отправить фотографию нашего аквариума, террариума, где он будет жить, какого он размера, он должен быть просторный, там есть тоже свои. Нельзя, вот, допустим, нельзя, как мы раньше, да, в каких-то маленьких клетках держали хомячков. И да, и мы показывали, мы сначала покупали наш террариум, аквариум для хомячка, потом показывали, отправляли фотографию. Когда кроликов покупали, тоже сначала мы должны были показать, где они будут жить, в каких условиях они будут жить. В общем, здесь с этим очень строго, здесь проблематично купить какое-то животное маленькое, вплоть до хомячка. Также с попугайчиками, с птичками. Их нельзя держать тоже в маленьких клетках. Им прям, знаете, нужно покупать, там, не знаю, чуть ли не до потолка вот эти больших собак без обучения, без школы тоже нельзя содержать дома. Обязательно, ну, вот таких вот маленьких собачек, как Бонька, маленькие породы, это, в принципе, без проблем пока. Если у вас уже большая собака, например, лабрадор, питбультерьер, там, бультерьер или еще какие-то, ну, в общем, крупные собаки, обязательно они должны пройти обучение в школе. В некоторых районах, кстати, запрещены опасные породы. Например, вот бультерьеры, питбультерьеры, в некоторых районах запрещено вот таких вот собак заводить. Это нужно узнавать перед тем, как заводить какую-то собаку, нужно узнавать, разрешено в этом городе или нет. Еще один закон. Если вы где-то остановились, сделали остановку, то обязательно нужно выключить двигатель. Нельзя вот так вот прогревать машину. Тоже могут сделать замечание, либо штраф. Нельзя слишком громко закрывать дверь машины, Маргарита. Закон в Швейцарии такой есть. Нельзя слишком громко закрывать дверь в машине. Я в шоке. Это кошмар какой-то. Ну если это ночью, понятно. Если вы хлопаете дверью ночью и мешаете соседям, это считается нарушением тишины. Нельзя оставлять собаку одну на долгое время. Тоже, видите, защита животных. По законам защиты животных животное не должно долго находиться без внимания хозяина. Насколько долго, не знаю. Также нельзя выбрасывать старую электронику в обычный мусор. Это все вывозится в специальное место. Вся электроника, она выбрасывается отдельно. Вот так вот нельзя просто там выбросить какой-то магнитофон там, или еще что-то, телевизор. Все, что электроника, выкидывается в определенное место, а не в простой мусор. Такое, да. Нельзя гулять с собакой без пакетиков специальных для какашек. В общем, если собака где-то сходит в туалет и вы не убрали, вы тоже получите штраф. То, что у нас мы платим, получается, мы за собаку платим налог каждый год 120 франков, и в этот налог входят вот эти вот пакетики, то, что их вывозят. Стоимость налога зависит от размера собаки. Если это маленькая собачка, конечно, вот как мы, 120, если это более крупная собака, там уже 150, 200. Где-то так, наверное. Зависит от того, насколько большая порода. Не любят, когда шумят, но зато здесь с 7 часов утра имеют право косить газон, штробить стены с 7 часов утра. Считается, что все, уже все проснулись, уже все встали, уже все ушли на работу. Но есть те люди, которые, например, работают в ночное время, например, как Лео. Он приходит домой только ближе к 7 часам, в 6, в 7. Представляете, вот так вот ложишься спать, и тут, значит, начинается ремонт сверху. Уже было такое, шумели очень сильно, наверное, в течение недели. И начинали они с 7 часов утра штробить это все. Нормально Лео спать не мог, потому что очень сильно шумели. С 7 часов утра можно шуметь. Что у нас сегодня на ужин? Я сама не знаю, что я готовлю. В общем, я отварила картофель в мундире, почистила его, раздавила картофель в лепешку, кружкой, можно чем угодно, что у вас есть. Сверху я пожарила куриную грудку такими вот кусочками, квадратиками. Половина будет
Наша половина Каролины с Максом. В общем, те, кто грибы не едят. Еще я хочу сверху положить грибочки. У меня сегодня прям фантазия бурлит. А, Ксюша у нас еще грибы не ест. Ну, в общем, одна половинка на троих и другая половинка на троих получается как раз. Теперь я сверху посыплю сыром и в духовку. И сверху сырочком посыплю. Пирог получился. Что-то вроде пирога. Так, 190 градусов я включила. Полить сверху сливками или нет? Не так сухо было, что ли? Наверное, чуть-чуть я полью. А то будет суховато. Можете не лить. Можете лить, можете не лить. Такая вот красота получается. Убираем. Ну, не знаю, наверное, на минут 15-20, чтобы грибочки приготовились. Давайте на 20 минут я поставлю. 190 градусов на 20 минут. Все. Очень быстро и легко. Кстати, ребят, мы запустили уже рыбок в аквариум. Вот такой вот у нас аквариум. Водичка прозрачная. Прошла неделя. Через неделю после того, как мы залили воду, мы запустили рыбок. Потому что вода стабилизировалась, все хорошо. Такая вот красота теперь плавает. Получается, у нас 3 рыбки вот такие вот черно-белые, 3 рыбки чисто белые, потом неончик есть, и сомик у нас там тоже спрятался, там он в камушке. Еще у нас улитки, 3 штуки, почему-то я вижу только 2, а 3 куда-то спряталась. И еще у нас, я не знаю, как они называются на русском, еще у нас вот такие вот рыбки, которые чистят нам аквариум, 3 штучки. Такие вот они присасываются везде и все поедают, вот эти вот зеленые, то, что образовывается на стеклах. В общем, такая вот красота. Купили тоже растения. Закончилась батарейка, нужно зарядить. Водичка кристально чистая. Рыбкам хорошо, плавают. Потом еще рыбок возьмем, еще неончиков возьмем. И, наверное, вот таких вот только желтеньких. Беленькие рыбки и черно-белые, как далматинцы. Я их далматинцами называю. Каждый день любуемся рыбками, наблюдаем за ними. Картошка с курочкой и с сыром получается. Прилипла к этому, к пергаменту. Хотела сделать красиво, но тут все это порвалось. Они уже едут, я же только что позвонила. Он говорит детям, они еще не едут. Сейчас увидишь, что они зайдут. Кто печенье ел? Зачем? Сказала же, что они придут, значит придут. Руки моем, садимся. Мама, сюрприз! Что купили? Мороженое? Нет, watermelon. Арбуз? Да. Где вы арбуз нашли? Там не всегда арбузы. На поле, что ли, ездили за арбузами? Мама писала. Еще, может быть, рано, Может быть? а? Сколько? Вообще-то еще рановато для арбузов. У турков? Да. У турков взяли? Ничего себе, май месяц. Ой, март. Март месяц они арбуз купили. Короче, сказали, он может быть вкусный и невкусный. Они не гарантируют, что он вкусный, но они продают уже. Разрезали арбуз. Да уж. Нормальный, в принципе. Он сладкий, да? Нормально. 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 Хороший пацан его. Нормально, нормально. Вот уже Братаны, пацаны. половина арбуза уже нет почти. Половина арбуза нет. А он поместился в холодильник? Да. Я переживала, что он не поместится, что нам негде будет это, некуда будет его убирать. Да, сейчас. Вот эту надо часть доесть или убрать? Вот эту. Вы в туалет будете бегать всю ночь. Пол арбуза съели дети. Мы приехали поиграть в теннис. Часик, освободился корт. Поиграем часик и домой. Солнышко, так хорошо, тепло. А Маргосик-то в машине сидит с Ксюшей. Классно вот тут жить возле корта. Вышел, поиграл и домой. И опа. Высоко сильно, Макс. А я пока посижу на солнышке, погреюсь. Посмотрю, как они играют. Заехали мы по пути в турецкий магазинчик. Ксюнчик себе взяла. Что себе взяла, Ксюнчик? Как это называется, вот это?
Волосы. Это же, я тоже не знаю, как это называется. И еще она себе купила вот такие конфеты турецкие. Говорит, что должны быть вкусные. Это роза, вкус розы? Вкус граната. Так, это у нас желе разных вкусов. Персик, клубника, маракуйя и арбуз. И Макс захотел соты, мед. Стоит 4,95. Это типа как желешки? Вкусно? Травки если. Она реально розой пахнет. Как мыло, Нормально? да? На мыло похоже. Потому что такой ароматизатор в мыло добавляют, да? А Макс даже сюда положил в мед и ест. Попа не слипнется? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Всех уложила, отправила спать. И сейчас я буду монтировать влог. Сделала себе фруктовый салатик с йогуртом. Вот, так что на сегодня буду я заканчивать. Всем пока. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем влоге. Всем пока.